Давай. Что там? Умение просто быть. Это прям твое. Так, а у меня изменения. Тоже вполне себе в моем духе. Всем привет! Меня зовут Вита, я автор кукол и игрушек, а также коллекционер кукол. Сегодня я с репортажем с необычного мероприятия. Я думаю, многие любители творчества знают о нем. Это Artflexion. Это выставка-ярмарка, которая проходит уже несколько лет. В Москве она широко известна, но почему-то довольно мало видеообзоров снимают с этого мероприятия. Мы пошли с подругой погулять, и я решила снять для вас вот такой обзор и показать, что же такого невероятного создают люди вне кукольной тематики. Потому что обычно мы на этом канале говорим именно о куклах. Но я думаю, все, кто любит творчество, любит кукол, также любят и авторскую керамику, авторскую одежду и кучу других вещей. Например, ювелирные украшения авторские. И даже здесь есть авторская парфюмерия. Так что приглашаю вас посмотреть, зарядиться новогодним настроением. А в конце видео я покажу вам, что же я купила для себя. Ну а тема нынешнего Artflexion – это совершенство и несовершенство. Это немецкая высокотемпературная глина. Да, я согласна. Воду в себя после обжига. То есть она прям спекается плотно-плотно. И она не будет разрушаться от воды. Можно забыть про вкус, можно мыть в посудомойке. И глазури тоже все пищевые, кислотостойкие. Да, вот эти вот с пупырками еще очень интересные вот такие.
Смотри, какой красавец. Вот этот и бык очень крутой вообще. Я обратила. Здравствуйте. Это все Акарин. Это Акарины? Ничего Все себе. звучат по-разному. Я не узнала. А я тебя и не признал, да? И чем больше Акарина, тем ниже звучание. Ничего себе. Я знаю. А это же не может быть тоже Акарина. Это тоже звучит. Ё-моё. Она какая, посолая? Красота. У нее самый низкий звук здесь, но ее мы обычно не показываем, она очень тяжелая. Ну, понятно, да. Обалдеть. Ну и то есть в них Какой у нее строй интересный. Да, интересная тональность. Да, и зеленую можно. Можно и по очереди. Давай, подержу. Оп. Все побежали к тебе. Так, перед, сзади. Это сзади. Да, перед, вот где пусто. Ой, извините. Смотри на себя в зеркало. Вообще черный тебе хорошо, но с рыжими волосами. Сегодня. Можно еще раз? Ну, смотрится просто божественно, я тебе так скажу. И черный тебе идет очень сильно. Да, мне кажется, к рыжим волосам зеленый прям хорошо будет. Мне просто винтажное красное пальто, я к нему пытаюсь подобрать шляпу. Я вот как увидела у друга подписку на шляпу, я в них просто... Ну, мне черная, кстати, больше нравится. Удивительно, но почему-то черная мне нравится больше. Красиво светится. Вообще безумно.
здесь вот смотрите, конструкция свистка такая. Здесь внутри перегородка, воздух выходит под эти фигурки и попадает на скос, где рождается звук. Это специально снимается, развязывать не надо, потом тяжело будет завязать, чтобы можно было, если какая-нибудь соринка попала, или еще что-то почистить. И также вот... А вы не могли бы сыграть? Я сейчас покажу. Да, как звучит, очень интересно. Также вот с натягом. Одевается. Фигурки они должны быть вровень с краем. С щелями теми. С щелями, да. Основной тон у нее фа диез. Все закрыто. Магический звук. Сколько таких вы говорите в мире? Сколько таких в мире? 5 штук. 5 штук. Еще одна недоделанная. Это североамериканских индейцев. У него такой несовершенный звук. И можно всякие эксперименты, соответственно, со звуком проводить.
Давайте, я покажу, как они выглядят, да, посмотрим. Надоел этот строй, да. Ну, выходи. Это нижняя. Правда, оно... Подальше отойду сейчас. Подожди, стой. Я знаю, что делать. Тебя тоже. Угу. Ты что скажешь? Мне очень нравится. Мы вернулись с Artflexion и хотим показать вам, что же мы оттуда привезли. Очень много милоты и красоты. Со мной Даша сегодня. Привет! Ездила со мной, ходила. Мы наряжались, нагулялись, и вообще все очень здорово. Дашу вы, возможно, будете видеть в видео почаще, потому что она мне, по сути, уже как сестра. Она у меня часто гостит. Ну, я обычно где-то там на фоне. Да, обычно на фоне где-то лежит. Вот. Ну, вот мы решили показать, что, в общем, купили. Давайте начну я. Начну с елочных игрушек. Потому что тут еще есть вещи, которые я купила в подарок. Я их покажу. Но мне надо будет сперва их еще и показать тем, кому я их буду дарить. Так. Первое, что я взяла, это обалденную керамическую елочную игрушку. Да, вот фокусируется вроде бы. Вот такая замечательная керамическая чихуахуа пчелка с крылышками. Смотрите, какая прелесть. У нее там хвостик сзади. И обалденная мордашечка, очень милая. Я вообще сейчас последние, наверное, пару лет собираю очень активно авторские елочные игрушки. Потому что я мечтаю о елке, о большой елке в нашем доме, которая, возможно, уже в следующий Новый год будет. Мы очень все надеемся, вся моя семья. И я вот продолжаю собирать вот эти игрушки елочные.
свою коллекцию. И еще одна. Это ватная игрушка. Посмотрите, как круто упакована. Так. Ну. С печатью аж вообще. Сама коробочка очень красивая. Я поставляю ники авторов, и в описании будут ссылочки на них. Это ватный медвежоночек. Ты все-таки его взяла? Да, я сходила его взяла. Так, надо лицо закрыть. Закрыть лицо. Вот такой обалденный ватный медведь. У него засахаренный боярышник в руках. Это традиционное китайское лакомство. Он в свитерочке. Очень милый пандочка. Ой, вот. У него есть даже, собственно, подставочка. То есть его можно поставить как куколку, как игрушечку. Но при этом это елочная игрушка, то есть у него есть петелька. Вот такой. Все. Могу пару слов сказать, что качество у них просто потрясающее, потому что мы когда подошли к этой витрине, даже не сразу было понятно, что это не керамика, а именно ватные. Да. Они очень гладкие, у них просто потрясающая фактура. Мне кажется, это было бы достойным подарком любому человеку на Новый год. Да и в принципе себе. Ой, в у него коллекцию. даже на боярышнике есть петли. Не знаю, Да. видно, нет. То есть можно каждую веточку боярышника повесить отдельно. То есть можно вытащить ее из руки. Ну ладно, сейчас не буду, а то развалится. И повесить. Я вообще шла без настроения что-либо покупать, честно говоря. Я на арт-лекшене уже раньше бывала. Раньше я обычно просто смотрела, ну так присматривала себе некоторые вещи. А этот год, во-первых, я обожаю змей, в принципе, поэтому тематика арт-флекшена, ну, разумеется, была привязана к Новому году, потому что грядет Новый год змеи, и там было просто огромное количество всяких змей, рептилий, изделий, декорированных чешуей. Это просто... Это было потрясающе. Ну, вы, наверное, заметили Мне на моих очень кадрах. понравилось. И я решила, наверное, себя как-то отпустить. И, в общем, приобрела огромную кучу вещей, которые, надеюсь, будут меня очень радовать в будущем. Я хотела приобрести подарки для своих близких, и в итоге не удержалась, купила себе подарки в том числе. Я выбрала в подарок маме моего мужа вот такую штучку. Это очень похоже на... Это очень похоже на такое яйцо какого-то дракона, но на самом деле это свечечка ароматическая. Она с немножко неровным краем, и мне это очень, классно, да, мне это вот очень понравилось, как будто она действительно яйцо треснула и изнутри что-то вылезло. Она ароматическая. Пахнет. Интересный что-то новогоднее. запах, да, что-то Как будто новогоднее. что-то Я, корица, честно имбирь, говоря, что-то такое. особо не могу понять, но запах Очень вкусно. довольно приятный. Вот. Я на самом деле долго думала, что подарить ей, потому что, ну, она, в принципе, человек достаточно разносторонний, у нее живут животные, она любит всякие милые мелочи, но она живет в деревне, и у нее очень часто отключают свет, поэтому мне показалось, что свеча – это отличный подарок, так как она использует их довольно часто. Я пока еще покажу все, что я взяла себе, а потом покажу подарки, потому что подарки я взяла мало, и тоже скажу почему. Так. Я шла на Art Faction, уже знаю, к какому стенду я хочу пойти. Это стенд керамики. Называется он Ручкинс. Ну, я ставлю ссылки. Названия все очень необычные, очень красивые, но, конечно, сложно их запоминать и правильно произносить. В общем, когда я еще смотрела афиши, я сразу увидела невероятную, просто невероятную керамическую кружку. Я даже ставлю здесь фото с крылышками, с куриными лапками и с грудью. Знаете, это сирен или алконост, но только кружка без головы. Я просто была в восторге. Я думала, что если я ее увижу, я ее точно куплю, потому что это вот прям вещь, которая мне нужна. В итоге, когда мы пришли, их уже не осталось, этих кружек, и оказалось, что девушка не делает их на заказ, потому что они довольно сложные в работе, и она каждый раз как делает, как получится, как у нее душа ляжет. Поэтому надо ловить из наличия. Но все равно я не смогла уйти без кружки от них. Вот такие сисяо.
Совершенно невероятный рисунок, невероятный орнамент. Она прям вся разная со всех сторон. Это керамика, соответственно. Вот. И я думаю, что все-таки курочку я себе тоже потом поселю, если поймаю. Куриную грудку. Да. Но как, опять же, автор сказала, что из курочки не очень удобно пить, а вот это прям такая кружка на повседневность. Вот эти зайцы меня просто пленили. Кружек было несколько, и они все с разной уникальной росписью. И вот это с зайцами дерущимися меня покорило. Я, в принципе, уже выбрала подарок для мужа, на самом деле, но это более такая утилитарная вещь, я сейчас не буду говорить, что именно. Я не ожидала, что я найду еще какую-то приятную мелочь для него, потому что он, в принципе, небольшой любитель всяких там милых безделушек, кружечек всяких авторских. Вот. Ему это просто не близко, но когда я увидела стенд, сейчас прочитаю. Котопром. Котопром называется. Да, стенд Котопром. Вот, честно говоря, я первый раз вижу работы этого автора, и я поняла, что я просто не смогу уйти оттуда, не забрав В общем, этот вот этого прекрасного трилобита, потому что муж у меня очень любит всяких хитозанов, Это брошка. хитонов. Да, это брошка, она сделана из фарфора. Она очень здорово покрашена, у нее потрясающая детализация. Я да, просто вообще невероятно красиво. как будто не могла найти более идеальную Более идеальный вещь, подарок. да, для того, чтобы его порадовать. Так, теперь вот покажу свои мелочи на подарочки. Вот такой красивый пакетик с наклейкой ежиком. Вот такой вот. Я не могла не взять никакой мелочи для моей мамы. Поэтому... А мама моя грибник со стажем. Она просто обожает грибы. Она обожает мухоморы и все такое. И постоянно все приносит в дом. И я ей стала дарить всякие грибочки. Она сказала, все, дари мне только мухоморы. А еще моя мама человек, который занимается цветами. У нее огромное количество домашних растений. И, собственно говоря, она меня этим заразила. И я взяла ей 2 вот таких вот прекрасных грибочка керамических. Они на металлических шпажках и вставляются в горшки цветов. В горшки цветов вставляются. Это мухомор, и это гриб. Я не помню, как он называется, но моя мама его все время находит и очень радуется в лесу. Поэтому я подумала, что тоже очень символично его взять. Вот такие керамические грибочки. Тут даже сделана земля на ножках. Я шла на Art Flexion ради этой вещи, честно говоря. И в первую очередь хотелось приобрести именно ее, потому что я увидела эти шляпы, я просто не смогла остаться равнодушной и поехала специально для того, чтобы посмотреть, как она будет выглядеть вживую. Давайте я вам ее покажу и даже надену. Да, вот. Ну, вы ее уже, наверное, увидели 100 раз в этом. Да, у нее просто потрясающая инсталляция из... Там есть утяжечка внутри, чтобы ее по размеру подогнать. Да, это сами прям корпуса плотный сделаны фетр, да? Из дерева. Или да, это фетр плотный. Угу. Вот. Эту шляпу нельзя будет носить в дождь или когда погода неподходящая, потому что дерево может просто... Я думаю, все шляпы такие нельзя носить в Да, дождь. но я думаю, что будет очень много хороших погожих дней, когда я смогу надевать эту шляпу и радовать себя и окружающих. И я сначала хотела взять черную. Там есть потрясающие черные шляпы. Держу, чтобы тоже она в кадре была. у них большое количество разных паттернов, которые можно выбрать. Есть готические окна, есть луны, месяца, есть рожки, мотыльки. И цветов просто, много разных. Да, очень тяжело выбрать. Но вот эту шляпу я просто как-то одела и сразу не захотелось снимать. Поэтому я думаю, что это стоящее приобретение. Это главное приобретение. Да. Я думаю, что она будет меня очень долго радовать. Ну, у меня осталась одна мелочь, вот такая вот маленькая, но не по важности. Это от тех же ребят, что сделали шляпу. Это вот такой вот миниатюрный
ну как миниатюрный, нормальный, это медиатор. Даша, лицо спрячь. Вообще это медиатор-кулон, то есть он сделан из дерева, и играть им, ну как бы не очень советуют, потому что он стирается. Внутри вставка из кости. Но также ребята делают медиаторы полностью из кости, которые можно спокойно использовать для игры на гитаре. Но я хотела, чтобы это был такой сувенир полезный. Короче, это для моего брата, который прекрасно играет на гитаре, невероятный музыкант, который учится на звукорежиссера, и в целом музыка — это его жизнь. И я подумала, что если этот медиатор будет именно кулоном, это прям очень круто. Надеюсь, вам видно. Вот он. В общем, вот. И мое последнее приобретение, которое я не ожидала, но определенно это очень стоящая вещь. Я сейчас подбираю для себя гардероб, и мне нравятся вещи исторические, какие-то романтичные. Очень нравятся обои Филиппа Морриса. Филипп Моррис? Филипп Моррис, да. Да, Британский я художник. долгое время смотрела, искала какое-нибудь платьишко, которое подходило бы под мой стиль. И в итоге оно висело буквально там. Я думаю, да, вы увидите. Ну да, я его уже сняла, вы его посмотрели, в итоге Даша-то его взяла. Я просто не Вот могу. такой Это шикарный прекрасный паттерн. Оно сшито просто потрясающе. Оно Вот. слегка мне Ну, так его великовато. сложно показать, конечно. Да. Ну, в общем, вы там увидите, но просто посмотрите на этот паттерн. Это плотный, шикарный хлопок, да, пуговица дерева. Да, она Красивый назвала очень. его китайский ситец. Ну, ситец или хлопок, я думаю, что это примерно одно и то же. Да, оно было буквально последнего размера, и село на меня просто идеально. И в душеньку Поэтому, сел. да, и в душеньку засела идеально. Вот. Поэтому я, можно сказать, укомплектована и на осень, и на лето. Вообще, на любое время года. Artflexion будет еще 25-26 декабря, еще один. Это последний шанс купить новогодние подарки, и кто туда не ходил ни разу, я вам очень советую, потому что по сравнению с кукольными выставками это мероприятие отличается, там намного больше разнообразия, ну и как бы направленность другая. Но это очень интересно, потому что люди творческие, люди, например, те же кукольники. Я думаю, многие из вас любят и керамику, и ткани красивые, и игрушки, особенно новогодние. Так что очень советую прикупить себе что-нибудь классное на Artflexion. Вот так вот. Спасибо за просмотр. Всем пока.